Всем привет! С вами команда студентов РГГУ и мы ее ведущие. Я Катя. Я Туся. Я Соня. И сейчас то самое время, когда пора определиться с вузом, в котором ты будешь получать высшее образование. Мы решили рассказать вам об университете, в котором учимся мы сами, и это РГГУ. Про Российский государственный гуманитарный университет можно говорить много и долго, но мы постараемся сделать это еще и интересно. В этом выпуске вести буду я, а в других вы увидите моих подружек Соню и Тусю. Поехали! Было построено на Миусской площади аж в 1912 году, но лишь спустя много лет в результате реорганизации здесь уже появился знакомый нам с вами РГГУ. Вообще-то, здания университета расположены в разных частях города, но прямо у меня за спиной находится главное здание. До него можно добраться от 3 метро, это от Белорусской, от Менделеевской и от Новослободской. Удобнее всего будет сделать это от последней. В главном здании расположены 7 корпусов. Один из них был выделен как раз-таки под общежитие для иностранных студентов, но остальные являются частью образовательной деятельности. Интересно, что главный корпус по счету является не первым, а 6-м. А почему? До сих пор остается загадкой. Пойдемте внутрь. В здание университета можно попасть, воспользовавшись любым из 4 входов. Войдя через любой из них, ты сразу видишь турникеты и приветливых охранников. Тебе нужен студенческий билет. Вот он. Если у тебя, как и у нас, пары проходят чаще всего на верхних этажах, то ты можешь воспользоваться любым из новых и вместительных лифтов. Кстати, вообще в корпусах чаще всего 6 или 9 этажей, но ты не пугайся. Главный корпус известен своей сложной схемой размещения аудиторий, но это лишь на первый взгляд. Здесь можно найти абсолютно все, от банкоматов и кафетериев до двухэтажных аудиторий компьютерных классов. Также здесь есть тайные проходы, как в Хогвартсе. Только никому не говори, это большой секрет. Переход в 7-й корпус осуществляется со 2-го этажа 6-го корпуса. Именно там можно найти самые знаменитые аудитории, такие как Есенинская, Чеховская и Центральная, или просто 227-я, как мы все ее привыкли называть. Одним из самых любимых мест наших студентов можно назвать музейный центр РГГУ, но в него мы заглянем в один из следующих разов. У нашего вуза нет отдельного здания администрации, поэтому различные кафедры, деканаты факультетов и отделы расположены в разных корпусах. Но не бойся потеряться, тебе всегда может помочь твой куратор, тимлидер или любой прохожий, будь то преподаватель или студент. Занятия по физкультуре проходят в спортивном зале фитнес-клуба «Новая лига». Он находится недалеко от метро Марьина Роща. Здесь есть все необходимое оборудование для качественного проведения занятий. Это обручи, скакалки, различные виды мячей, футбольная сетка, волейбольная сетка, баскетбольные кольца и многое-многое другое. Нужно отметить то, что здесь очень чистые раздевалки, и в каждой из них есть санузел и душевая кабина. Кстати, благодаря размерам, которые есть в спортивном зале, это позволяет большим группам и нескольким группам проводить общее занятие, но на качество занятий это совершенно никак не влияет. У каждой группы есть свой личный преподаватель, который распределяет нагрузку и подбирает индивидуальные задания.
Невероятной красоты здания в самом центре Москвы и всего в 1 минуте от Кремля – это историко-архивный институт РГГУ. В 16 веке здесь размещался печатный двор, синодальная фотография, а также здесь была напечатана самая первая в России книга. Сейчас же здесь можно учиться. Такие факультеты, как архивное дело, документоведение, факультет истории, политологии и права, а также технотронных архивов и документов являются частью этого большого невероятного красивого здания в самом центре Москвы на Никольской улице. Вообще, ребята, которые учатся здесь, они учатся в кузнице ведущих специалистов, которые ведут не только в России, но еще и за рубежом. Они занимают еще высокие позиции и должности на государственной службе после учебы, а также руководят музеями и архивами. И небольшой интересный факт. Сверху, если подняться на 2-й этаж, можно увидеть самый большой отрезок сохранившейся Китай-городской стены. Прямо у меня за спиной находится еще одно здание РГГУ, о котором мы бы хотели вам рассказать. На самом деле оно располагается несколько дальше, чем другие здания, но это не проблема, потому что рядом с ним находится метро улица Академика Янгеля. Интересный факт то, что наш университет, он вообще гуманитарный, но при этом у нас также есть и факультеты, которые связаны с техническими специальностями. Например, прямо здесь обучаются ребята, поступившие на факультеты Института информационных наук и технологий безопасности. Интересный факт про это здание – то, что прямо напротив него располагается общежитие для иногородних студентов. То есть ребята, которые будут там жить, они смогут проснуться, например, за 15 минут до пары и быть вовремя на занятиях. И еще один интересный факт, который я хочу вам рассказать, это про то, что за годы работы весь педагогический и научный состав этого факультета был в составе разработчиков всех стандартов ВПО, связанных с реализуемыми специальностями и направлениями подготовки. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, если у вас есть вопросы. А также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео о том, как учиться и жить в РГГУ. До новых встреч!